В глубине сибирской тайги, где зима длится почти полгода, а морозы скрипят в ветвях кедров, однажды произошла история, о которой долго шептался лес. Много лет назад охотник по имени Алексей возвращался к своей избушке после долгого обхода. В тот день метель застала его врасплох. Снег валил стеной, заметая следы и ломая молодые деревца. Сквозь вой ветра он услышал тонкий, почти неразличимый писк. Под старой елью, наполовину занесенной снегом, лежал маленький волчонок. Его лапа была зажата железным капканом. Рядом виднелись следы людей, браконьеров, которые расставляли ловушки ради шкур и наживы. Они охотились за волчицей и ее выводком, не щадя никого. Волчонок был обречен. Мороз сковывал его, кровь уже темнела на снегу. Алексей долго стоял, глядя на зверя. Он понимал, что, возможно, спасает будущего хищника, который когда-нибудь станет опасным. Но оставить живое существо умирать в муках он не смог. Он осторожно разжал капкан, рискуя быть укушенным, снял с себя теплую рукавицу и обмотал ею раненую лапу волчонка. Потом завернул его в полушубок и отнес в свою избушку. Несколько дней Алексей выхаживал маленького зверя. Он поил его теплой водой, кормил мясом и обрабатывал рану. Волчонок сначала рычал и скалился, но постепенно перестал бояться. Когда метель стихла, а лапа окрепла, Алексей вынес его к краю леса и отпустил. Волчонок еще мгновение смотрел на человека своими желтыми глазами, а потом скрылся среди заснеженных деревьев. Прошли годы. Те самые браконьеры не забыли о неудачной охоте. Они вновь появились в этих местах, выслеживая уже выросшего волка, который стал крупным и сильным хищником. Его называли Серым. Он был огромен, с густой серебристой шерстью и мощными клыками. Он избегал людей, но браконьеры не оставляли попыток добыть редкую шкуру. Однажды Алексей, обходя свои угодья, наткнулся на этих людей. Они узнали его и вспомнили, как когда-то он испортил их ловушки. Злоба и жадность взяли вверх. Они избили его, связали крепкими веревками и привязали к стволу старой сосны, оставив в морозной тайге умирать. Их целью было приманить волка запахом человека или просто избавиться от свидетеля. Наступил вечер. Мороз усиливался, снег медленно покрывал плечи Алексея. Силы покидали его, дыхание становилось все слабее. В это время по лесу бесшумно двигался огромный волк. Серый давно чувствовал запах людей и опасности. Он осторожно вышел к опушке и увидел привязанного к дереву мужчину. Янтарные глаза внимательно всматривались в его лицо. Запах был знакомым, глубоко отпечатавшимся в памяти. Перед зверем стоял тот самый человек, который когда-то освободил его из капкана, согрел и подарил жизнь. Серый не зарычал и не оскалился. Он подошел ближе и начал перегрызать веревки. Толстые волокна туго натягивались, но мощные клыки постепенно справлялись с ними. Ветер завывал, снег бил в глаза, но волк не отступал. Когда последняя веревка лопнула, тело Алексея тяжело опустилось в снег. Серый потолкнул его мордой, а затем лег рядом, прикрывая своим теплым телом от ветра. Он чувствовал слабое биение сердца и оставался рядом, охраняя и согревая человека всю долгую ночь. На рассвете мимо проезжали лесники. Они нашли Алексея без пут, но живого. Рядом в снегу виднелись крупные следы волка, уходящие вглубь тайги. Серый исчез среди деревьев так же тихо, как когда-то маленький волчонок исчез из рук человека. Тайга приняла его обратно. В ее суровых законах редко есть место милосердию, но память о добре иногда оказывается сильнее хищного инстинкта.